Знаете, что это такое? Это Asantech, вот такой вот блок зарядный на 300 ватт. С такой вот индикацией, видите, с сенсорной кнопочкой, которая переключает индикацию каждого порта. Это 6-портовый зарядный блок на 300 ватт. При этом это GAN зарядный блок, который, ну, действительно прикольно. А еще знаете, что у него есть? У него есть вот такие вот 78-сантиметровые гибкие кабели зарядки по 100 ватт. Да? Type-C-шки, при этом они на магнитиках. Смотрите, вот так вот. Раз, два. Все. Очень интересная зарядка. Рассматриваем его честность. Распакуем, потестируем полностью с помощью тестеров. Посмотрим именно расписание на канале Технозон Украина. Ссылки в описании под видео на проверенных продавцов. Бренд Плюс, кстати. И, конечно же, подписываемся, нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши обзоры. А еще у нас идет очень крутая акция в описании под видео. Переходите, проверяйте. На канале Технозон. Поехали. Ну что, распаковочка. Asantech. Да, достаточно интересный, известный бренд. И, как мы видим, сразу 6 портов. Тут они акцентируют на том, что это безопасная зарядка от овервольтажа, от перегрева, от короткого замыкания. Вот он, кстати, от овервольтажа. Вот там ампераж был, тут от перегруза, короче. Не, это овервольтаж, там был от перегруза. И еще от... Нет, тут от перегруза, там, короче, все, ребят, дальше посмотрим. Теперь дальше, есть серая, есть белая. У нас здесь есть какое-то расписание, но это мы тоже будем проверять с вами с помощью тестеров, потому что по-другому... Кстати, это у нас ASV 0, OD01, вот так вот правильней. Давайте вскрывать. У нас в коробочке... Посмотрим, что есть. У нас в коробочке есть кабель, насколько я помню. Да, обыкновенный кабель. Не самый плохой, кстати. И давайте саму зарядочку. Там есть еще инструкция. Ой, интересно, там расписание есть в инструкции. Давайте посмотрим. Я думаю, что нет. Будем смотреть уже сейчас на Алиэкспрессе. А ну смотрим. Ну нет, нету. Хорошо, давайте сам зарядный блок. Ой, смотрите, какой он красивый. Какой же он красивый. Так, здесь ножки у нас, вот они, видите, резиновые ножки, сзади тоже понаписывали расписание, вот оно, пожалуйста, тоже мы сейчас это все проверим. Сзади у нас разъем питания, спереди у нас два вот таких вот, именно, они магнитные, кстати, смотрите, раз, магнитик, давайте еще раз, магнитик, супер, вытаскивается 78 сантиметров, они заявляют, ну да, ну сейчас я приложу, хоть померяю, да, прикольно. Смотрите, они на пружине, то есть они обратно задвигаются и тоже на магнит. Смотрите, у нас есть еще Type-C 3, Type-C 4, все кабели у нас по 100 ватт. У нас есть Type A1, Type A2 по 60 ватт. Мы с вами уже на AliExpress распаковочку вы посмотрели, конечно же, и смотрим. Asantech 300 ватт, GAN, обязательное условие, и это очень дешево. GAN зарядка на 300 ватт за 64 бакса, 63,5 за евро вилку. Space Grade, есть белая, кстати, в продаже. И что же такое Asantech? Asantech известен своими реализациями вот этих вот зарядных своих блоков больших, при этом некоторые они заказывают по OEM, очень известный блок, да, многие узнают, наверное, другие компании тоже там же заказывают, поэтому за качество можно не переживать, потому что такие блоки обычно заказываются у одной и той же компании, да, там, или у ряда тех же самых компаний. И они известны вот этими вот реализациями своих этих блоков зарядных станций, и на самом деле они выпускают, вот, кстати, смотрите, ничего не напоминает Asantech, да? Ничего не напоминает. Зато 138 ватт, зато за $12. Это тот же самый Bezos, чтобы вы поняли. Теперь дальше. Вот, кстати, вот эта классная станция, мне нравится. По самой станции есть сразу расписание. Расписание пишут очень хитро. 300 ватт это суммарная емкость, вернее, суммарная мощность, которую он выдаст на все устройства. Но если вы хотите, например, получить 2 по 100 ватта, то вы будете использовать только 200 ватт. То есть вы будете использовать C1 плюс C2. Вот они прям это обозначают. C1 плюс C2, либо C3, либо C4. Теперь дальше. C1 плюс A1, либо A2, это будет 100 плюс 60 ватт. Это если вы конкретно хотите получать максимальные цифры. Если хотите 6 портов, они тоже будут работать. Если A1 плюс A2 одновременно, то это будет 15 плюс 15 ватт. А если все порты одновременно, то будет идти 65 плюс 45 плюс 30 плюс 20 плюс 15 плюс 15. То есть вот таким вот образом. Очень-очень адекватная зарядка в том плане, что есть вот эти вот кабели, которые
очень долговечные. Уже пока, как показывает практика, эти кабели производит одна компания. Там их тестируют там, на бешеное количество тысяч раз. Сгибания, разгибания, заломов и тому подобное. Есть вот эта вот визуализация прикольная на вот этих вот кнопочках. Ну, на вот этой кнопке сенсорной. Она, кстати, действительно классно сделана. Вот это то, чего мне не хватает в других зарядках. Два цвета это уже ладно. 6 портов это вы классно, конечно, расписали. И очень любите акцентировать то, что есть быстрая зарядка для айфонов и для Samsung. Да, на Samsung она будет заряжаться быстро. Кроме того, что там есть Samsung AFC 12-вольтовый, она поддерживает еще Power Delivery PPS с определенными моментами. То есть Samsung будет заряжаться в максимальной скорости. Также и с айфонами. По таким зарядкам, как, например, Oppo, BBK, там, да, вот эти вот OnePlus, нет, к сожалению, там нет, но Power Delivery, если они берут, то оно будет отдавать. Это, например, в частности, с смартфонами Xiaomi, у которых есть Hypercharge, либо Turbocharge. Его здесь нет, но по Power Delivery 65 Вт на Xiaomi мы получали на последние. Безопасность. Немаловажный аспект. Так как это GaN технология, здесь реализовано все красиво. Высокая температура, овервольтаж, оверампераж, короткое замыкание, перезаряд, перенагрузка. Вернее, ну, это все контролируется и адекватно реагирует и уходит в защиту. Мы, кстати, действительно проверяли защиту. Больше мне тут рассказывать нечего, кроме того, что они тут начинают маркетинг свой пихать. Я думаю, что нам нужно... Ну, они здесь еще, знаете что, вот по ссылке можете перейти, посмотреть. Они здесь заявляют про совместимость там, с Apple, со всеми, с ноутбуками Apple, Xiaomi, там, Huawei, Samsung и тому подобное. Это все очень красиво выглядит, звучит. Но мы с вами сделаем чуть по-другому. Мы перейдем и потестируем с вами честность со всеми тестами с помощью тестовой нагрузки. Так, давайте его сейчас сразу же включать и проверять. Тестеры все у нас есть. Давайте включаем. 300 Вт максимально. Сразу видите, как экранчик у нас сделан. Все красиво. Все отлично. И при этом он еще и переключается сверху. Смотрите, солнышко при загрузке. Красиво сделали. Вообще молодцы. Мне давно не хватало такой вот анимашки. Смотрите, кабель давайте достанем. Посмотрим. Я думаю, так, наверное, не сработает с таким тестером. Не, тут так не работает. Давайте другим тестером проверять. Type-C 1 у нас поддерживает Power Delivery 3.0 100 Вт PPS. Как мы видим, у нас, видите, сразу оно начало отбивать потребление, пусть даже самое мелкое. У нас есть Quick Charge 2, Quick Charge 3 до 20 вольт, это очень хорошо. Samsung AFC 12 вольт, FCP 9 вольт, SCP 40 Вт и МТК PE1, PE2.0 тоже есть. Вот они, пожалуйста, загорелись. И поддержка Quick Charge 4+. Кстати, Power Delivery у нас с PPS. Это важно. Вот, видите, PPS у нас загорелся. Давайте пробовать второй порт. То же самое. 100 Вт PPS, Power Delivery 2.0. Samsung HFC, то есть те же самые Quick Charge 2, Quick Charge 3, FCP 12 вольт, SCP 40 Вт и те же самые МТК PE1, PE2 с Quick Charge 4. Знаете, как брат-близнец порт. Давайте включать третий и четвертый. Включаем третий порт. И знаете что? Ничего необычного, мы получаем полный брат-близнец с двумя первыми портами по 100 Вт PPS, Power Delivery 3.0, Power Delivery 2.0, Quick Charge 4+, те же самые те же самые третий и второй по 20 вольт, AFC 12 вольт, SCP, FCP, все абсолютно идентичное, ничего нового мы там не нашли. Давайте включаем другой еще порт оставшийся, это уже то, что касается Type-C. И смотрим то же самое, 100 ваттный PPS и Quick Charge 2, 3 по 20 вольт. Пожалуйста, без вопросов с AFC, с Huawei FCP, Huawei SCP, 40 Вт, абсолютно идентичные. Так, дальше. Теперь нам надо проверить Type-A. Давайте вот эти, наверное, позадвигаем. А знаете что, перед тем, как Type-A проверить, хочу вот вам показать, как работает индикация. Смотрите, мы включили. У нас здесь 19. Как он переключается? Где-то... вот сверху, да. Сверху сенсорная кнопка. Вот она, пожалуйста. Смотрите, как у нас работает индикация. Можно выключить, можно включить вот такую-то. Можно по расписанию портов пойти, да. То есть мы видим два порта сейчас 28 Вт, 10 Вт. Давайте еще что-нибудь сейчас включим.
Так, это включили на зарядочку. Включаем еще смартфончик. Опа, сразу быстрая зарядка, это на Xiaomi пошло. Ну, конечно, гиперчарджа нету, но как мы с вами уже это и так понимаем. Давайте посмотрим. Вот 5 портов, пожалуйста, оно показывает, сколько каждый порт потребляет. Очень интересная индикация. Мне действительно нравится реализация. То есть ты не морочишь себе голову и не догадываешься, сколько какой девайс сейчас берет ватт. А это у нас показывает, сколько времени в общем идет зарядка и статус текущего положения дел, скажем так, заряжает или что-то делает. А это общая нагрузка, то есть сколько ватт он сейчас отдает на внешнее устройство. Так, проверяем теперь Type-A. Давайте проверим, что у нас может Type-A. 60 ватт я изначально не верил, конечно, но это действительно прикольно. Если они на Type-A реализовали 60 ватт, это Quick Charge 2 и 3 по 20 вольт. Супер, просто-напросто взяли и сделали. Красавчики. Есть Samsung HFC 12 вольт, FCP 12 вольт, SCP у нас 40 ватт. А ну сейчас МТКшки посмотрим по E1.1, по E2.0. Смотрим, есть. Все супер. Хорошо, второй порт. То же самое. Давайте посмотрим. Да, Quick Charge 2, 3 мы смотрим. Тоже у нас 20 вольт. То есть идентичные два порта. Это очень-очень хорошо сделано. В том плане, что... Но вы должны понимать, что два порта Type-A, вы сейчас посмотрите расписание, они будут давать совсем по-другому. Давайте теперь мы будем с вами это все тестировать на мощность, которую оно может показать. Давайте начнем с Type 1. Выставляем у нас, смотрите, что самое интересное, есть поддержка 20 вольт 5 ампер и, конечно же, поддержка PPS. То есть мы можем спокойно с этим работать с Samsung и теми устройствами, которым PPS нужен. Давайте добавлять. Потихонечку добавляем и видим с вами, так, на 107 он ушел в защиту. Сейчас добавим заново. Давайте попробуем. Нам нужно получить 100 чистые. Вообще идеальный вариант это когда 101-102 ватта у нас идет с нагрузкой. У нас получается должен быть задел при потерях. Это значит он на зарядке должен отдавать чуть-чуть больше, а на тестере показывать где-то 101-102. Это самый хороший вариант. А ну 99. Опа, 102 ватта, пожалуйста. 107 на блочке, 108, 102. Это с учетом потерь отлично. От 5 до 10% он должен терять на тестере. Первый порт отлично. Второй порт. Добавляем, давайте, все включили. Все те же самые PPS протоколы у нас поддерживаются. И догоняем тоже мощность. Смотрим, что у нас получится. У нас... смотрите, как удобно переключать, да, чтобы мы видели, сколько он потребляет. Ну, вернее, не потребляет, а отдает. Там уже 100 ватт. Здесь 97, 98, 101 ватт. Пожалуйста, все отлично. Я не думаю, что тут будут какие-то подвохи. Третий порт. Добавляем мощности, уже подключили. 100 ватт держит. Слушайте, ну, ребят, ну, здесь все по-честному. Честная зарядка с честными показателями. Ничего не могу сказать плохого про нее в этом плане. Давайте пробуем еще четвертый порт. Смотрите, все как братья-близнецы. Те же самые PPS, те же самые показатели. Вот все одинаково. И те же самые 100 ватт он спокойно держит. Все, да, мы видим на верхнем 102, на нижнем сейчас догоним. Все отлично. И теперь Type-A. На Type-A мы подключили, ввели его в 20-вольтовый режим и начали добавлять. Он спокойно вытягивает 62 ватта. Держит без просадки вольтажа, поэтому порт честный. Проблем я по Type-A не вижу. Здесь он показывает 64 с учетом потерь. То есть Type-A честный первый, ну это второй уже. И по первому порту Type-A то же самое, даже 70. Мы 70 получили, он ушел в защиту, как и должен уходить. В целом нормальный себе классный Power Delivery зарядник. Давайте, наверное, пройдем и сделаем выводы. Ну что, посмотрели? Могу ли рекомендовать? С учетом того, сколько стоит этот зарядный блочок, и не то, что рекомендовать могу, он очень и очень классный. Чего не хватило? Не хватило независимых портов. Не хватило более гибкого расписания, а в целом за эти деньги это классный блочок. Советую. Ссылка в описании под видео. С вами был Bubble на канале Технозон. Пока.